Здравствуйте, мои хорошие, с вами Фиспект, и сегодня мы прокачаем игровое место с нуля. Если вы смотрели мое прошлое видео о том, как из этой красоты получилось вот это, то знаете, что я остался практически ни с чем. Сегодня мы будем это исправлять, и я вам сразу хочу сказать, что поменяется абсолютно все. И ПК, и мониторы, и девайсы, и кресла, и стол, и даже перестановка будет. И самое интересное среди всего этого, что будет две абсолютно новые эксклюзивные фишки, о которых вообще вряд ли догадывались, что так можно сделать, не видели ни у меня, ни у других ютуберов, это я вам гарантирую. Что это за два таких прикольчика, вы узнаете ближе к концу ролика и сможете использовать для прокачки своего игрового места. Еще один бонус. Я живу с девушкой, именно поэтому мы не просто прокачаем место, а сделаем комнату из двух игровых мест. В общем, сегодня будет очень жарко. Советую припастись чем-нибудь очень вкусненьким и приятного вам просмотра, мои хорошие. Это переход, короче. Так как мы прокачиваем игровое место с нуля, мы полностью избавляемся от нашего прошлого игрового места. Я вам открою небольшой секрет. Этот стол — это кухонный стол. И в рум-туре по квартире он должен был находиться именно на кухне. Но он у меня здесь стоит, и он вообще неудобный, потому что у него металлическая вот эта штука, она не позволяет прикрепить микрофон на штатив. А также его высота не позволяет за ним сидеть за любым игровым креслом, мешаются ручки. Ну и давайте смотреть правде в глаза, он вообще не игровой, именно поэтому мы его разбираем и заказываем новый стол. Я это решил сделать у той же самой компании, в которой я в самом первом видосе про апгрейд заказывал красный красивый столик. Мне хотелось точно такой же формат, чтобы был вырез под тело, где у тебя руки лежат на столе, а не на подлокотниках от кресла. Это просто удобно очень сильно. Но также, чтобы мониторы были на подставке, чтобы для клавиатуры и мышки было тупо больше места. Заказала новый стол уже не красного цвета, а белого с голубой вставкой, потому что это банально эстетичнее и красивее выглядит, а красный был слишком вырвиглазно. Вот так мне нравится гораздо больше. Из-за того, что ножки у него, скажем так, открытые, было придумано такое решение, как коробка, куда можно прятать провода. Конечно же, полностью от проводов, которые идут к ПК, это вас не избавит, но хотя бы не будет болтаться под ногами, и это очень круто. Пару слов про качество. Прошлый стол у меня прожил 2 года, 2 переезда, я на него постоянно вставал, вкручивал лампочки, я постоянно его собирал, разбирал, чтобы перенести из комнаты в комнату, и хер бы что, жив до сих пор. Правда, сейчас пользуется и моя мама, и вообще кайфует. А я кайфую с новым, более улучшенной вариацией того стола. Я успел посидеть на столах из Икеи, на столах геймерских из простых мебельных магазинов, даже на кухонном столе вот сидел, и это вообще не сравнится с подобными решениями, которые именно заточены под удобство, чтобы ты мог долго играть, тебе было комфортно. Я бы еще про него много рассказал, но, к сожалению, видос не резиновый, именно поэтому я сниму отдельный ролик на лайв-канал с более подробным обзором и процессом сборки этого стола. Я начал активно тот канал вести, там будет не только про стол, еще и про клавиатуру поговорим, потому что она интересная, поэтому переходите по ссылке в описании на мой канал и посмотрите мои видосы, которые я также стараюсь для вас сделать, только уже в лайв формате, не гонясь за просмотрами, вот чисто по душам поговорим. Далее по планам было обновление ПК, думал, поменяю корпус, воткну для приличия оперативку, типа вот прокачали игровое место, но мне очень сильно повезло, потому что именно в этот момент мне написали MSI. Так, тихо-тихо, я уже знаю, что вы сейчас будете говорить, заслали какой-то говно ПК, и я сейчас буду затирать о том, как круто покупать готовые сборки и переплачивать за них вообще нифига. Я согласился на такое предложение, потому что оно выгодно, блин, для вас. Просто вдумайтесь, мне выслали ПК, который прямо сейчас в магазинах стоит 75-80 тысяч, в зависимости от того, где брать. Точно такой же ПК я собрал в DNS, он стоит 106 тысяч. У меня до сих пор в голове это не укладывается, как готовая сборка от какой-то компании может быть выгоднее, чем такой же ПК собирать самому. Но оно, блин, так и есть, и банально покупка этого ПК это выгодно. Но вы сейчас скажете, типа, это какая-то микрокоробочка, там, наверное, все плохо с охлаждением, его невозможно апгрейдить, какая-то недоконсоль, вообще зачем он нужен? Начнем с того, что да, блин, по размерам это консоль, это однозначно плюс, занимает меньше места, компактный, можно поставить хоть на стол, хоть под стол, и не будет вообще мешать, при этом еще и выглядит красиво, ну как по мне. Но тут вытекает следующий вопрос, в таком маленьком корпусе ведь должно все перегреваться, но нет, здесь слева и справа такие огромные сеточки, воздух тупо проходит насквозь, не давая вообще шансов. Но дело даже не в этом. Процессор i5-9400F с TDP 65 Вт в максимальной нагрузке 75 градусов выдает при заявленных 100. При этом посмотрите, какой компактный кулер его охлаждает, и он полностью справляется со своими задачами, даже с лихвой, и под апгрейд хватит. Кстати говоря, насчет апгрейда, я думал, что это просто коробка, которую ты купила, потом, если захочешь что-то поменять, нужно покупать новую. Вообще оказалось не так, здесь все предусмотрено для апгрейда. Ради интереса решил поставить свою 1070 Ti в этот корпус, у него 3 вертушки, она большая, и она спокойно влезла, даже еще место осталось. Тут стоит один M2 на 256 гигабайт под винду и жесткий диск на терабайт под игры, и специально для этого жесткого диска предусмотрено соседнее местечко, чтобы при желании что-нибудь добавить или поменять. Короче, это не бездушная коробка, которая заставляет тебя покупать новую в случае, если это не устраивает. Это спокойная система, которую ты можешь потом апгрейдить, как тебе заблагоразумится. Но еще по характеристикам хороший блок питания FSP на 450 Вт. Вообще, в принципе, блоков питания такого размера мало, но здесь стоит нормальный. 16 гигабайт ИЗУ, двумя плашками по 266 МГц. Для Intel это вполне нормальные частоты и больше особо и не нужно. Ну и самое сладенькое, RTX 2060. Напомнить вам, сколько ПК стоит?
стоит 75-80 тысяч, да тут одна видюха новая стоит 67. Так, внимание, этот момент я записываю уже после того, как сделал весь ролик, и сейчас видеокарты начали дешеветь. Ура! Но, как меня заверили, этот ПК будет дешеветь также вместе с видеокартами, так что все так же остается выгодно. В общем, это очень хорошая, самое главное, выгодный ПК, и это дело обстоит даже не конкретно с этой моделью. Любую сейчас ПК возьми у MSI, то же самое собрать с нуля новое будет стоить дороже. Самое интересное, когда я спросил, нужно ли мне что-то конкретное про него говорить, они сказали, нет, мы просто тебе высылаем, скажи, что думаешь. Так вот, я думаю, что прямо сейчас это очень выгодный ПК, а также мне очень сильно повезло, потому что теперь и у меня, и у девушки есть по компьютеру. Без капельки лукавства, и не потому, что мне его выслали, я реально вам советую прямо сейчас взять любой ПК у MSI и посмотреть, сколько такой же будет стоить, если вы соберете его с нуля. Будет всегда выгоднее взять у MSI. Для меня это просто шок. Ну и выводы сделайте уже сами, но я думаю, тут и так все очевидно. Далее, чтобы проверить работоспособность ПК, нужно было приобрести новый монитор. Но опять же, тут мне предложили MSI, давай мы тебе и его вышлем. Грех отказываться, так сказать. Не стоит думать, что сегодня ролик будет весь подобного плана, как я и сказал в начале, в конце будет самое интересное. То, ради чего вы тут и собрались, идеи для апгрейда. А пока нам нужно собрать самую базу, поэтому монитор. Я хочу вам сказать честно, лично для меня этот монитор не совсем подходит. В том плане, что вот он прям игровой, заточен вот именно под геймеров. Но я как-никак видосы делаю, и будущим ютуберам на заметку, мониторы 21:9 для этого подходят гораздо лучше. Именно работать в монтаж-программе. Но у нас как-никак сегодня апгрейд игрового места, поэтому монитор у нас максимально геймерский. Давайте по порядку. У этого моника 165 Гц. Я реально вижу разницу между 144, но прикол здесь даже не в этом. У него есть специальные технологии, включив которые у вас еще больше увеличится четкость и уменьшится размытие, что очень полезно для FPS шутеров. Опять же, я в такие не играю, и камера вообще вам не передаст именно степень размытия, потому что разница в FPS и все такое, но я попытался запечатлить в Геншине, когда я кручусь. Технология антифликер, то есть убирает мерцание. Человеческий глаз этого хоть как не видит, но, как заявляет производитель, она уменьшает эти мерцания, и в принципе глаза меньше устают, полезнее для зрения. Насколько это правда, я проверить не могу, но если оно есть, то круто. Также технология ночного зрения, которая в темных участках игры делает их светлее, но это, наверное, полезно вот прям вообще для трухайдер геймеров, которые хотят увидеть врага везде. 1 миллисекунда задержки, AMD FreeSync, а также еще один интересный момент. Монитор 27 дюймов, то есть большой, при этом разрешение экрана у него 1080. Он выглядит достаточно четко, и при этом я не вижу какого-то размытия. Я думал, что прям вообще будет в мясо. Почему 1080 в случае с этим монитором хорошо? Потому что ты не переплачиваешь за лишнее разрешение, а если ты именно играешь в FPS-шутер, и ты хочешь получать максимальный FPS и результат, то именно вот такое разрешение ты и будешь на нем, скорее всего, играть. Из всего вышеперечисленного получается, что монитор подходит именно для трушных геймеров, которые хотят получать максимальный результат. Им не важны вот эти вот ваши графика, вот это вот все. Им нужно именно результат. Если вы за ПК работаете или поглощаете контент, я вам его не советую. Если вы исключительно играете и хотите именно игровой монитор, то вполне хороший вариант. Мы собрали базу, значит, время пришло покупать девайсы. Так как у нас, скажем так, 2 игровых места в итоге получается, было куплено 2 игровых мышки. Одна Logitech G102 в таком вот красивом цвете. Это для девушки, потому что ей, оказывается, другие мышки тупо неудобны. Я же себе взял Logitech G502, и она оказалась полным говном. Дело в том, что когда я себе еще выбирал топовую мышку, у меня был выбор между Basilisk V2 и G502. И она меня полностью разочаровала. Дело в том, что у нее есть просто бесполезные лишние кнопки, которые упираются тебе в палец, и при этом ты на них просто так нажимаешь непроизвольно. Скажете, удобно что-то забиндить? Ну, если работаешь, ты все равно привык делать это на клавиатуре, а если в играх ты все равно не привык тыкать еще куда-то, кроме выстрела и прицела. Так что я не знаю, для кого эта мышка сделана. В общем, эти кнопки вообще бесполезные, только мешаются. Ну и также возможность изменить вес мышки. Нахрена мне делать ее тяжелее? Сейчас все двигаются в сторону того, чтобы сделать мышку легче. Для игр это тупо полезнее. Для чего ее делать тяжелее, мне вообще непонятно. Я здесь могу показаться необъективным, но я высказываю свои лишь впечатления. Мне мышка не понравилась. Единственное, что здесь есть прикольного, так это колесико. Впервые пользуюсь таким колесом, и вот оно прикольное. А если нажать вот так, то можно делать следующее. Все, оно крутится. Я ее, скорее всего, буду менять, а если вы думаете, брать ее или нет, миллион раз подумайте, нужно ли вам эти лишние кнопки и вес мышки. Далее начинается самое интересное. Я впервые в жизни раскошелился на элитную клавиатуру от Warmila за 15 тысяч рублей. Сколько бы я ни делал бюджетных наборов геймеров, проверки девайсов с Алика, с DNS, вот это вот все, сколько бы я клавиатур не пробовал, у меня никогда не было настолько дорогой клавы. И что я могу сказать, она просто прекрасная. 15-ку она стоит точно. Если сравнивать с другими
своими клавиатурами, то это реально level up. Я никогда такой не пользовался и впервые рад, ну и типа вообще не жалею, что потратил такие большие деньги. Как меня заверили умные люди с ютуба, после варминки следующий этап это собирать кастомную клавиатуру. И вот когда я посижу на кастоме, я не захочу сидеть ни на чем из масс-маркета. Я не знаю, насколько это правда и какая большая разница будет. Возможно, в будущем я соберу себе кастом, но пока что, пользуясь вармилкой, я реально не жалею ни копейки. Это лучшая клавиатура, на которой я сидел. Да, дорого, но посмотрите, какой дизайн. PBT кейкапы, Cherry MX, Red Silent, личная шумка, все смазано как надо, везде все собрано как надо, продуман провод грамотно. Короче, это тот самый случай, как и со столом, где я бы хотел рассказать о ней более подробно. Это я сделаю опять же на лайв-канале, и там же будет тест звука, как она клацает. Вообще кайф. Далее ко всему этому затапу решил поменять свое игровое кресло Блади, которое я купил просто как временное решение с дырявой спиной. Дело в том, что оно очень скрипучее, ненадежное, крестовина сборная, сидушка деревянная, значит газлифт спокойно может продырявить вашу жепу. Короче, для моего веса и роста это кресло не очень, именно поэтому я его отдал девушке, а себе взял игровое кресло MSI. Да, они мне его тоже выслали, но опять же, здесь реклама только компьютера, все остальное подарки. И это последний товар от MSI. Еще дело в том, что они сказали, говори, что хочешь, как бы если плохое, скажи, что плохое, но кресло-то хорошее. Я уже делал видос про кресло и говорил про все пункты, на которые следует обратить внимание при выборе качественного игрового кресла, которое долго прослужит, и здесь все это присутствует. Цельная металлическая крестовина, это очень важно, выдержит гораздо больше вес, и того, что оно сложится, шансы гораздо меньше. Колесики, они везде пластиковые, но важно, чтобы они были прорезинены и из хорошего пластика, тогда шанс того, что будут микротрещины, которые в итоге приведут просто к поломке, практически нулевой. Спинка, как и сидушка, должны быть из очень качественной и плотной обивки, чтобы спустя время вы своими лопатками не чувствовали металлические трубы, которые проходят там внутри, а также чтобы шов банально не разошелся из-за смятия. Подлокотники здесь стандартные, хорошие 4D, но самое важное смотреть от разных производителей, чтобы они не люфтили, потому что спустя время этот звук вас будет так бесить. Сидушка, как по мне, это второе по важности после крестовины, если вы хотите долгое и надежное кресло. Оно опять же должно быть из очень плотного наполнения, чтобы спустя время банально вы на нем не просели. А также нижняя часть очень-очень важно, чтобы была из металлической опоры, а не деревянной. Это говорит о качественном кресле. Оно от вашего пота или влаги не размокнет, газлифт не пробьет вам жепу, как в тех самых страшных видосах. В общем, крестовина, как и опора, должны быть металлические, это очень важно. Газлифт и механизм покачивания здесь стандартные, как и у большинства игровых кресел. Вообще оно сделано по всем канонам, вот все, что должно быть в хорошем, качественном игровом кресле, здесь присутствует. Единственное, что я хочу подметить, кресло еще классифицируется для полных и неполных людей. Если у вас жопа широкая, то вам оно не подойдет, потому что оно не сделано для широких людей. Как бы и у других производителей у MSI есть просто разные модели для разных типов людей. Если вы как бы любите покушать, то как бы оно вам не подойдет. Для остальных людей прекрасное кресло. Ну что же, поздравляю тех, кто дошел до этого момента. Они сейчас увидят самое интересное. Сейчас будет раскрыта тайна, что же находится в тех двух тумбусах, о которых я говорил в прошлом видосе. Сделал загадку, что если кто-то угадает, я тому переведу 500 рублей. Никто не угадал. Люди писали про плакаты, постеры, игровые коврики. Вы что, серьезно думаете, что я бы спрашивал вас, если бы все было так просто? Ну что же, момент истины. Здесь находятся светяшки. Нашел такую штуку на Озоне. Это просто прекрасная идея для апгрейда вашего игрового места. Вы можете поставить их хоть сбоку, хоть куда-то повесить, хоть на пол более большие взять. Короче, просто красивые светящиеся штучки, которые вообще прекрасно зайдут в любое игровое место. Но не спешите заказывать, потому что можете оказаться таким же дебилом, как и я. Дело в том, что когда я заказывал, я не понимал, типа, вот они пришли, а как мне поменять цвет? Было написано, что они RGB, можно там вообще любой цвет поставить, но вот как поменять? Ни пульта, ничего нету, клацал по ним, бил по ним, ничего не менялось. Потом я все-таки решил посмотреть описание товара, и тут написано: адаптер в комплекте не идет. Что, блять, за адаптер? Что не идет? Какой адаптер? А что, должен его отдельно, что ли, покупать? Охереть, вот это я купил себе приколюху для ПК. Зачем вы вообще продаете какое-то изобретение и не ложите что-то в комплект, что должно идти по факту? К тому же я тупой не понимаю, о каком адаптере идет речь. Я попробовал ввести, найти, загуглить, ни хера не нашел. Просто какие-то переходники. Но напишите в комментариях, если вы понимаете, о чем идет речь. Я, короче, даже ссылку не буду в описании оставлять, чтобы вы не тратили свои деньги на это дерьмо. Идея для апгрейда прекрасная, но лучше найти где-нибудь на Алишке или там, где будет этот адаптер идти в комплекте. А такого я пока не нашел. Далее еще одна эксклюзивная идея для апгрейда, а значит я заказал газон с Озона. Изначально была идея постелить его под ноги, но как оказалось, если ты ходишь без носков по хате, то это вообще некомфортно, оно слишком щекотит. Именно поэтому, так как я ПК поставил возле окна, сразу же возникла гениальнейшая идея постелить его на подоконник. И вы просто гляньте, как стало красиво. К сожалению, большому сожалению, не могу вам показать вид из окна, потому что тогда бы вы вообще офигели, насколько это классно. Я вас уверяю,
потратив всего лишь косарь, куда бы вы ни постелили эту штуку, место преобразится на 100%. Ну что же, далее мы поставили самый простой пантограф с Алиэкспресса для микрофона. Сам микрофон мы не будем апгрейдить, потому что это никак не связано с игровым местом, это как бы рабочий инструмент. Но так как я обещал проапгрейдить абсолютно все игровое место, значит мы поменяем коврик. Честно скажу, это не нужно было делать, потому что мне пофигу какой коврик, но вот ради галочки я его тоже поменял. Далее была приобретена аниме-фигурка, это Рэм или Рам, я не разбираюсь, и вообще, честно скажу, это Дашина фигурка. Надеюсь, этот видос YouTube не заблокирует за такие кадры. И что же у нас осталось? Если вы заметили, то справа у нас появилось игровое место, там где будет сидеть Даша, слева мое новое прокачанное с нуля игровое место, а посерединке 2 ПК, которые будут друг друга греть. В комнате стало просто безумно уютно, сидеть вдвоем мне оказалось вообще не сложно, я думал, будет тяжело озвучивать видосы, вообще нет, Даша просто уходит смотреть телек, в этот момент я озвучиваю, мы решили так сидеть на постоянке. Именно поэтому решили мы украсить комнату уже по максимуму, заказали картину с Моной из Genshin Impact и повесили ее прямо посередине этих двух игровых мест, и стало выглядеть просто балдежно. Если вы мой подписчик, то знаете, что это не самое крутое игровое место, которое я собирал, но если вы смотрели последний видос, то знаете, почему так произошло. Но я вам честно скажу, это самое уютное рабочее место, хоть оно и не самое крутое. Все вот эти элементы типа картины, газона, диванчика сзади, красивых штор, которые отлично переливаются со столом, то, что девушка рядом сидит и в доту играет, это так уютно. И тут я осознал одну очень важную вещь. Не важно, сколько у тебя денег и насколько дорогие, крутые у тебя девайсы, комплектующие, столы и так далее. Главное, чтобы все было сделано с душой. Конечно же, здесь будет все улучшаться, поменяю мышку, добавлю мониторы, Даше обновлю стол и девайсы, но это только когда появятся деньги и за кадром. А пока я официально закрываю эту рубрику навсегда. Не просто так я сегодня вас призывал перейти на лайв-канал, потому что если что-нибудь я буду прокачивать и об этом снимать, то только сюда. Честно, уже заезженная тема на моем канале. И здесь она появится только в переосмысленном варианте. Например, прокачать игровое место подписчику. Вот это будет интересно. Но пока это очень сложно, дорого и как-нибудь в будущем. А пока, если вы хотите увидеть еще апгрейды, то добро пожаловать на лайв-канал. А я с вами прощаюсь. Пишите в комментариях, что бы вы улучшили в этом игровом месте. Я это обязательно воплощу в жизнь. Спасибо за просмотр, мои хорошие. Пока.